Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу вам о том, как можно прочистить печатающую головку принтера Epson. Вот она у меня такая. Если у вас не получилось прочистить головку первым способом, который я показывал в прошлом видео, необходимо воспользоваться вторым, который приведет печатную головку к цели. Поэтому выбрасывать еще рано. Продолжим работу. Для этого нам понадобится печатная головка, снятая. Напомню, что принтер у нас Epson SX130, принтер S22. Там печатные головки почти одинаковые, поэтому они взаимозаменяемые. Нам понадобится шприц емкостью 10 мг с трубочкой из-под капельницы медицинской. Это трубочки сантиметров 10-15. Понадобится 4 шприца по 5 мг. Понадобится острый нож, обычный строительный, который настоящему мастеру везде пригождается. Баночка пол-литровая с крышкой плотной. И отрезок трубочки той же, с капельницы, длиной примерно 10 сантиметров. У нас все есть, теперь можно приступать к работе. И самое главное, это наш неизменимый мистер Мускул, или любая другая жидкость для промывки печатных головок струйных принтеров. Начнем работу, не покладая рук. Для начала берем наш шприц с трубочкой из-под капельницы, одеваем на одну из дюз подачи краски и вытягиваем, создавая вакуум поршнем, то, что осталось в картридже. Это может быть краска или промывочная жидкость старая. Итак, необходимо каждый из цветов тщательно выкачать оставшуюся грязную жидкость, которая осталась после прошлой промывки. Вот видно, что там остатки чернил есть в этой жидкости и всякая гадость. Создаем вакуум, поднимая поршень шприца вверх. Пошли пузырьки. Это пенится мистер Мускул прошлый, который мы все закачивали. Напомню, что самое опасное и слабое место у картриджев Epson это плата управления, которая находится снизу и в верхней части печатной головки. И любое попадание сюда жидкости, это может мистер Мускул или вода, приведет к ее сгоранию. Поэтому обязательно после каждой промывки мы хорошо сушим, особенно вот эту часть, это место, феном. Вот выкачали промывочную жидкость из резервуаров печатной головки. Теперь продолжим работу. Для того, чтобы все было более-менее чисто, я использую обычную тарелочку. Ложим сюда печатную головку, чтобы с нее ничего не текло. Берем теперь шприцы, 4 штуки, которые мы запасли. Вынимаем из них поршень. Остается вот эта часть. Поршень нам уже не нужен. Отлаживаем в сторону. А сама часть шприца пригодится для того, чтобы сделать из нее заправочную емкость. Для этого берем острый нож и обрезаем верхнюю часть шприца по вот этой полоске, которая есть на каждом шприце. Аккуратно, стараясь не порезаться. Это надо делать. Потому что пластмасс острый на шприцах. С острыми краями.
и хрупкий. Это может рука спрыснуть. Обрезаем, и должна получиться вот такая маленькая емкость. Видно, что в ней объем как раз 5 мл. Теперь делаем то же самое с остальными шприцами. Вот у нас получились такие 4 емкости. Для каждого цвета отдельно. После этого берем запасенную трубочку из-под капельницы и режем ее на кусочки с помощью ножниц или ножа. Кусочки примерно около сантиметра-полтора. Вот такого размера. Допускается еще 2. То есть здесь роли не играет, но от этого зависит высота банки. Вот. Готовы такие кусочки трубочки. Теперь берем шприцы обрезанные и одеваем на носик заготовленную отрезанную трубочку, кусочек, плотно, до упора. На каждый шприц отдельно. Вот посаженная трубочка. Теперь необходимо взять печатную головку и на каждый штуцер одеть эту заправочную емкость. Тоже надевая трубочку до упора. Должна получиться вот такая конструкция. Простая и домашняя. Теперь необходимо обеспечить отмачивание головки с помощью мистера Мускула. Я для этого беру пол-литровую банку. Это может быть любой резервуар, который у вас есть в наличии. Некоторые советуют ложить в тарелочку и накрывать сверху пленкой, но мне в банке удобнее. Открываем, опускаем сюда печатную головку. И теперь можно заливать мистер Мускул. Здесь желательно много не разливать. Для этих целей я его подогреваю до 40-50 градусов. И с помощью этого шприца с трубочкой, который у нас есть, заливаю в каждый шприц отдельно. Мы помним, что здесь у меня 10 мг, а в шприцах по 5, поэтому одной заправки 10 миллиграммовой хватит на 2 шприца цветом. Вот так получается. И заливаем последний цвет. Вот емкости заправочные залиты. Теперь берем небольшое количество мистера Мускула и наливаем этой же трубочкой на дно. Около 2 мм, чтобы был слой. Много не надо, потому что из этих резервуарчиков мистер Мускул будет стекать вниз. И тем самым отмачивать нижнюю часть головки. Теперь
осталось взять крышку, плотно закрыть таким образом. И после этого поставить на батарею на сутки, для того, чтобы жидкость промывочная была теплая и довольно хорошо промывалась печатная головка. Через сутки я его достану, сниму заправочные емкости, возьму тот же шприц с трубочкой, который у меня есть, и попробую промыть теплым новым мистером Мускулом печатную головку и посмотрим, что с ней будет. Этот способ мною проверен. Процентов на 70 головки промываются, промачиваются, которые сюда попадают. Если через сутки не поможет, можно еще оставить на сутки-двое для следующей партии промачивания. Главное контролировать уровень промывочной жидкости в обрезанных шприцах. Это самый главный фактор, потому что когда она вытечет, нечего будет их промывать. Если и этот способ не поможет, то придется нести в сервисный центр эту головку и промывать ее с помощью ультразвуковой ванночки, которая там есть. Нам покупать ее невыгодно, потому что для бытового пользования это неинтересно и невыгодно. Вы посмотрели видео о том, как можно попытаться промыть печатную головку принтера Epson с помощью мистера Мускула, который есть у каждого дома. Главное, чтобы он был с нашатырным спиртом, потому что другие мистеры Мускулы могут не помочь в этой задаче и навести там еще всякие гадости в печатной головке. Поэтому берегите свой принтер. Вы были на канале Дело мастера боится. Ставьте лайки, пишите свои замечания и комментарии. В следующем видео посмотрим, как эту головку будем промывать после отмачивания. Всем пока!